Всем привет! Вы смотрите канал «Авто за кордон зимой и летом». Сейчас мы находимся в Варшаве. И я вам расскажу немножко про библиотеку Варшавского университета, на крыше которой мы находимся. Это новое здание библиотеки, построенное в 90-е годы вместо старого здания, которое находится на высоком городе на улице Краковское предместье. С конца XIX века библиотека находилась вот в этом здании, но пространства стало не хватать. Теперь здесь аудитории, а библиотека в 1999 году переехала на новое место на берегу Вислы, где она занимает целый квартал в районе Повисли. На западном фасаде находятся 8 плит с символическими надписями. Текст на древнепольском языке изложения добродетели Яна Кохановского. Текст на древнерусском языке из повести временных лет. Текст на греческом языке из диалога Платона «Федр». Текст на арабском языке из книги животных Аль-Джахиза. Текст на иврите из книги пророка Иезекииля. Текст на санскрите с фрагментами Ригведы, Упанишад и Бхагавад-гиты. Математические формулы нормального распределения числа π, структуры нуклеиновой кислоты и уравнения Максвелла. Ноты фрагмента этюда си-бемоль минор Кароля Шимановского. Рядом со зданием библиотеки расположен парк, доступ куда открыт всем желающим, независимо от причастности к Варшавскому университету. Это, я так понимаю, парк? Да, это парк. Сад состоит из двух частей, верхней и нижней, соединенных ручьем с водопадами. В нижнем саду высажены деревья, кустарники и многолетники в оттенках синего и розового. Нижний сад также украшен гранитными скульптурами. В верхнем саду растения высаживают на 30-сантиметровом слое земли, насыпанном на крыше библиотеки. Верхний сад разделен на несколько частей, различающихся по форме, цвету и запаху. Сад на крыше библиотеки спроектирован ландшафтным архитектором Иреной Байерской. Он был открыт 12 июня 2002 года. Это один из крупнейших садов на крыше в Европе. Я бы сказала, что это постмодерн, если это архитектурный стиль. Структурные и декоративные элементы здания и парка причудливо переплетаются между собой. А что, они специально так сделаны? Специально, конечно, так сделано. Конечно, специально. Мы поднимаемся на крышу, а под нами сидят и учатся студенты. Читальный зал под этим окном самый холодный во всей библиотеке. Когда строили новое здание библиотеки, в комплекс аккуратно вписали, а не снесли уже находившееся здесь здание. Это так называемая серая вилла. Это послевоенная реплика здания, построенного в 1905 году в стиле модернизм. В те годы оно принадлежало инспекции канализации и водопровода. Сейчас здесь юридический факультет Варшавского университета. Эти стеклянные элементы крыши примеряют стиль старого здания со стилем библиотеки. И как видите, на крыше этого здания разбит сад. Парк продолжается на крыше библиотеки. Конечно, кроме стеклянных частей крыши, которые обеспечивают естественное освещение в читальных залах. А вот если заглянуть туда, через эти окна, то можно видеть, как внизу сидят и учатся люди, так же, как училась я много месяцев, когда я стажировалась здесь, в этой библиотеке. Эти все 3 этажа – это свободный доступ. Просто подходишь и берешь. А у них есть еще в подвале Хранилище, да? Да, сейчас вам покажем читальный зал. Да, я здесь. Опусти камеру. А также вот сюда
отсюда открывается довольно-таки хороший вид. Сейчас мы посмотрим на несколько зданий, которые отсюда видно. Дарья ведет нас на какую-то особенную обзорную точку. Да. Да. Ой, туда нельзя. Туда раньше было можно. Вот какой вид открылся с верхней точки этой лестницы в 2010 году. Ищем точку, с которой все рассмотрим теперь, чтобы сравнить, что за 9 лет поменялось. Мы находимся в Варшаве. Вдали вы видите строения различной величины, и у них очень разная история. После войны вся Варшава была разрушена, и когда к власти там пришла коммунистическая партия при поддержке Советского Союза, первое высотное здание, которое сделали, это так называемый Дворец культуры и науки, который очень напоминает строение в Москве, так называемый Сталинский ампир. Куча башенок, часы, и здание, оно было построено достаточно хорошо, оно сохранилось. Рядом вы можете видеть ультрасовременные верхушки небоскребов. Они были построены совсем недавно, на месте, которое было пустое и где был рынок, на котором я купил свадебное платье для своей жены. А рядышком вы можете увидеть гостиницу «Мариотт». Кажется, что она построена была недавно, но вообще достаточно давнее сооружение. В 1992 году я приехал в Варшаву на центральный вокзал, и гостиница «Мариотт» была именно там. Хотелось погулять по городу, но у бедного туриста украинского не было карты. Я зашел в гостиницу «Мариотт» и сказал: «Sorry, do you have a map of Warsaw?» Они подумали, что я, наверное, постоянец гостиницы. Я получил карту Варшавы на английском языке и свободно с ней гулял. Так что вот это тоже примечательное место города Варшава, гостиница «Мариотт». Я там, правда, не останавливался, но до сих пор ее помню. На 26-м этаже гостиницы «Мариотта» находится кафе, в которое могут зайти не только постояльцы гостиницы. Вот такой вид на центр города открывается оттуда. И, конечно же, эти высотки находятся рядом с Дворцом культуры и науки, именно потому, что такая советская социалистическая доминанта в городе уже столице независимой Польши горожанам не нравилась, и они решили застраивать этот район другими высотками, которые бы спрятали в урбанистическом ландшафте эту высотку. Ее также думали снести, но такое количество камня и кирпича посреди города убрать куда-то довольно сложно. К тому же там находится множество официальных, академических и развлекательных учреждений. В одной из следующих частей нашего рассказа про Варшаву мы поделимся нашими впечатлениями от его посещения. Хорошо, что его не снесли. В восточном направлении открывается вид на реку, и церковь уже на противоположном берегу. Висла в районе Варшавы не широкая. Вдали виден Королевский дворец. Это полностью восстановленное здание, потому что во время Варшавского восстания там были защитники города, и немцы не жалели снарядов, чтобы разрушить его. Дворец был восстановлен во времена коммунистической Польши, но правительство не пожертвовало ни злотого на восстановление. Все деньги на восстановление собрала польская диаспора, то есть поляки, жившие за пределами Польши. С вами были ваши гиды Константин Красовский, Дарья Семенова, Татьяна Андреева, Лев Красовский.
А вот такой вид на библиотеку открывается со стороны набережной Вислы, куда мы идем, чтобы посетить Центр науки Коперник, о котором расскажем в одном из следующих видео. И напоминаю, мы плывем по каналу «Автозакордон» зимой и летом.